Даже герметисты в символах главного портала Нотр-Дам-де-Пари обнаруживали достаточно полную выдержку из своей науки, совершенным иероглифом которой являлась церковь Сен-Жак-де-ля-Бушри. Виктор Мари Гюго. Приветствую вас под розой. В связи с прошедшим пожаром в соборе Парижской Богоматери в социальных сетях я выразил свои соболезнования, напомнив, какое большое значение данный собор имел, имеет и будет иметь не только для человечества вообще, но и в особенности для эзотеризма и магии. Впрочем, некоторые отнеслись к этому с недоумением, в связи с чем я хотел бы несколько прояснить свою мысль. Как вы, возможно, знаете, собор Нотр-Дам в том числе известен тем, что сюжеты его скульптур и барельефов брались из алхимического и астрологического символизма, из-за чего подобного рода собор может служить настоящим учебником тайных знаний. Это в чем-то сходно с первоначальной задачей карт Таро, хотя их сюжеты гораздо проще, да и колод, обладающих подлинным в данном смысле символизмом, практически не существует. Именно поэтому знаменитый алхимик Фулканелли писал так: «Весь Нотр-Дам-де-Пари целиком – это не что иное, как безмолвное, но выраженное в образах прославление старинной герметической науки». Отсюда понятно, почему по субботам, то есть в день Сатурна, в XIV веке алхимики собирались у главного входа собора. По некоторым сведениям, такой обычай сохранялся как минимум до 1539 года, когда они встречались по воскресеньям и праздникам, и тогда в Нотр-Дам-де-Пари проходили целые собрания ученейших мужей, как писал Ноэль Дюфай. Таким образом, как вы наверняка уже поняли, я коснусь сегодня ряда загадочных сюжетов собора, параллельно поясняя, что они обозначают в оккультизме вообще и в алхимии в частности. Естественно, разбор всего символического ансамбля занял бы огромное количество времени, потому я ограничусь 3 порталами западного фасада, как некогда это сделал Гобино де Монлюизон. Левый портал называется порталом Девы Марии, центральный порталом Страшного Суда, а правый Святой Анны, то есть Матери Девы Марии. Начнем с левого портала. Обратите внимание на верхнюю композицию. В центре тимпана на среднем карнизе изображен один из эпизодов жизни Христа согласно библейскому тексту, но на саркофаге же мы видим 7 кругов. В контексте сегодняшней темы эти 7 кругов интересны тем, что они являются аллегорией 7 металлов, оккультному знанию о которых посвящены как алхимия, так и магия талисманов. Причем центральный круг украшен особым образом, поскольку как в магии, так и в магической каббале Солнце является королем остальных планет и помещается в центре их всех. Также в барельефах ниже, на столбах, поддерживающих перемычку и пету свода, и находящихся справа и слева от входа, мы видим образы 12 знаков зодиака. Следование знаков зодиака сбито. Это, во-первых, касается Водолея и Рыб, что согласно с алхимическим указанием на то, что ни в январе, ни в феврале нельзя получить универсальную материю. Также вместо Рака после Близнецов следует Лев, указывая на то, что при работе над философским камнем, говоря аллегорически, происходит искажение времен года, и это один из алхимических секретов. Причем 4 фигуры слева указывают как раз таки на времена года. Под ними же между наружными сторонами аркатур тоже интересные фигуры. Например, фигура шута, символизирующего профанов, смеющихся, презирающих и сомневающихся в алхимии, которой занимаются истинные мудрецы и философы. Если же брать более алхимическое толкование, эта фигура выражает собой знаменитый принцип «solve et coagula», то есть «растворяй и сгущай». Этот принцип, кстати, во многом стал знаменит благодаря известному образу астрального агента, который создал французский аббат Альфонс Луи Констан, также известный как Элифас Леви. Данный образ, как вы знаете, особо полюбился сатанистами, но они даже отдаленно не знают о его подлинном значении. Правее фигуры шута мы видим дракона, созерцающего 3 первые знака зодиака, а именно Овна, Тельца и Близнецов.
как бы указывая, что только во время весны астрологов, длящейся с весеннего равноденствия до летнего солнцестояния, возможно получить ту небесную материю алхимиков, что проистекает от Солнца и Луны. Кстати, это же время особо выделяется в теургии и магии, но об этом сейчас мало кому известно. Сегодня я не буду рассматривать и иные образы данного портала, поэтому давайте теперь перейдем к правому порталу западного фасада, порталу Святой Анны. Здесь я бы обратил внимание на срединный столб, находящийся между врат. Тут мы видим святого Маркелла, вонзающего крест в пасть дракона, который словно восстает из волн. Причем в этих волнах можно заметить голову в тройном венце. Сама фигура этого епископа, по крайней мере до того, как она была переделана, обозначала алхимика, сгущающего летучую субстанцию ртутного дракона, пытающегося вырваться из сосуда под воздействием тепла. Коронованная фигура же – это фигура царя, означающего сульфур, созданный с помощью меркурианского эфирного духа, сульфурной соли и фиксированной соли. Они содержатся в так называемом влажном хаосе, где, собственно, и тонет царь. Так что, как вы видите, для описания данного портала надо применить уже немало специальной алхимической терминологии. Поэтому я хочу перейти напоследок к знаменитым барельефам центрального портала, расположенным справа и слева от портика на подножии колоннады, где мы видим фигуры, выражающие различные добродетели и стадии алхимического делания, а под ними противоположные им пороки. Например, справа мы видим Веру, держащую круг с крестом. Данный крест представляет собой не только 4 стихии, но и 2 различные природы – материальную и духовную. Также 2 пересекающиеся линии креста обозначают Солнце и Луну, алхимическую серу и алхимического Меркурия, то есть ртуть. В противоположность Вере ниже находится фигура, означающая идололатрию, которая для алхимика служит указанием на то, что дух больше растворяется, чем сгущается. Молитвенная поза фигуры при этом указывает нам на серу. Далее, если мы посмотрим левее, то увидим, например, фигуру благоразумия, обозначающую философский Меркурий. В руках мы видим эмблему с посохом, который обвивает только одна змея, что говорит нам о том, что это не кадуцей Меркурия, а посох Асклепия. Благоразумию противопоставляется глупость, которая располагается прямо под философским Меркурием. Сам образ дурака обозначает первого Меркурия, зеркало в его правой руке. Это начало алхимической работы. Рог изобилия в левой – это результат, а древо жизни, расположенное справа, это завершение великого делания. Кстати, данный барельеф послужил одним из источников вдохновения для тех, кто решил поставить карту Таро Дурак на первое место колоды. Мы еще долго можем рассматривать эти барельефы, но сейчас я хочу обратить ваше внимание на центральный барельеф, находящийся на центральной колонне портала Страшного Суда. Эта фигура – не что иное, как аллегория главного мотива всего фасада, то есть сама алхимия. Она, смотря на паперть, восседает на троне как монарх, в ее левую руку помещен скипетр, а в правую – 2 книги. Причем одна из них закрыта, а другая открыта. Открытая книга указывает на явленное и профанное знание, каким является, например, обычная химия. Закрытая же книга – это символ тайного, оккультного, эзотерического знания, к которому относятся алхимия, астрология и так далее. Обратите внимание на лестницу с 9 ступенями. Это так называемая скаля философорум, то есть лестница философов. И как мне теперь представляется, даже того малого списка символов, что я упомянул, уже достаточно, чтобы понять, почему я считаю, что каждое новое повреждение собора Парижской Богоматери – это утрата не только для культуры вообще, но и для эзотеризма, магии и оккультизма в частности. Чтобы лучше в этом разбираться, делитесь этим видео в социальных сетях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.